Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Так, что, надеюсь, мне сегодня повезет, потому что несколько дней подряд мне вообще абсолютно не везло в игре. Это прям была какая-то лютая дичь. Кстати, я, наверное, Луну возьму со старта, потому что, на самом деле, я не могу до сих пор привыкнуть, что с мобов падают бабки. И, знаете, я вот по стариночке беру там вот тех персонажей, которые бы я брал в дальнейшем игре, а потом понимаю, что я за мобов все равно получу бабки, и потом буду докупать каких-то героев. Ну, короче, не суть важно. В общем, я несколько дней подряд пытался записать какой-то интересный контент, о котором я говорил во вчерашнем ролике. Ну, для вас это было вчера, для меня это будет сегодня. Вот, во вчерашнем ролике я говорил о том, что я пытался записать интересный контент с новым героем, что-то такое необычное, интересное. Ну, короче, не получалось у меня люто, у меня был лютый винстрик. Короче, слезы на глазах, плаки-плаки. Вот. Да, я немножечко поною, немножечко, вот, тютельку. Короче, мой вывод по новому герою. Полная дичь. Этот герой невероятно слабый, новая синергия еще вдвойне невероятно слабее, потому что я даже не понял, куда ее можно припихнуть, эту новую синергию. Некра, к сожалению, у меня не получилось реализовать, потому что он мне тупо не приходил ни в одной из игр. Зато, я собрал довольно-таки рано вот этого нового героя в 3 звезды. Был он у меня где-то на 21-22 раунде. Даже некоторые подписчики это видели, этот раунд. Да, у меня там по предметам не супер хорошо было, но и скажу следующее, что у него невероятно долгая анимация каста, его способности. И это прям дичь. Это дичь, потому что когда он кастует свою способность, чтобы вы понимали, он очень долго это делает. То есть там где-то, ну, где-то секунда, ну ладно, не секунда, где-то 0,7 секунды анимация его атак. И это на самом деле очень много. Это очень много. И типа, пока он кастует свой молот, в это время его антимаг так налупливает, или те же самые инсектоиды так его душат. И я честно, ну короче, пока что я не придумал, куда этого героя засунуть. И как по мне, этого героя нужно бафнуть, по крайней мере, убрать ему ману. Ну типа, если убрать ему ману, то будет все окей. Но если он будет до сих пор с маной, то это будет вообще не окей. Типа, это дичь какая-то. Ну, не знаю. Напишите в комментариях, вы смогли как-то Ничего себе. А можно мне еще Луну в 2 звезды? Пожалуйста. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Хочу Луну в 2 звезды. В общем, напишите в комментарии, кто смог реализовать этого нового героя. И, ребят, перед тем, как мы сейчас... Ну, я, конечно, надеюсь, что эта каточка будет успешная. По крайней мере, я 2 дня уже страдаю по полной программе. И мне бы хотелось, знаете, немножечко не страдать вот эти вот 2 дня. Я хочу, чтобы у меня получилось записать интересный контент. Поэтому что? Поэтому вот. Надеюсь, что этот контент выйдет. И надеюсь, что здесь будет что-то интересное и необычное. Ну, по крайней мере, мне так хочется. Хочется. А как оно будет, сам бог рандома решит. Потому что бог рандома у нас это все. А у нас это закон. Бог рандома это вообще вездесущее в авточес. Начиная... О, а неплохо мне пока что идет. Пока что мне неплохо идет. Тьфу-тьфу-тьфу. Надеюсь, так будет дальше. Возможно, я стартану на рыцарях. И, возможно, мне снова придет этот новый ранний герой. И я его продам в конечном итоге. Я продам его, и даже если будут мне не доплачивать, а мне придется платить за него, я его просто продам. Реально, я не нашел ему применения. Типа, я не знаю, куда его применять. Вообще не знаю, куда его применять. Ладно, короче, ребята, сегодня в 6 часов вечера будет стримчик, поэтому что правильно, я всех жду, мы будем покорять этот рандом. Я надеюсь, сейчас, конечно, раунд выиграю. Если выиграю раунд, это будет вообще шикардос. А судя по всему, я выиграю раунд. Или нет, стоп. Это ж охотники, сейчас не могут... Попа болит. Чё так больно, снайпер? Ты мог, ну, не так солью заряжать? Мог как-то поменьше? Давай в этих, используй свою способность. Ну... Трындец. Прикиньте, щит рыцаря не сработал. И скилл он почему-то свой не юзал. Почему не юзал свой скилл, я сейчас не понял. Нажал Луна у молодого в 2 звезды. Угу. Короче, ладно, вернемся к делу. В 6 часов вечера будет стримчик. Будем идти покорять рандом. Будем, соответственно, все вот это вот делать. Будем кайфовать. Короче, я всех жду.
Запасайтесь вкусняшками, вкусными напитками и тому подобное, и так далее, и так далее, и так далее. Все, всех жду в 6 часов вечера. Все, погнали. На ютубе, на твиче, все ссылочки есть, соответственно. Поэтому, если вы еще не подписаны на мой телеграм-канал, вам это нужно сделать. Почему? Потому что у меня там, во-первых, пишется, когда обновление игры, пишется, когда стримы вы в первую очередь узнаете. И третий момент, чат комьюнити. Самое главное, это чат комьюнити. Нам там очень много, мы там все общаемся, переписываемся, делимся своими мнениями и так далее, и так далее, и так далее. Идем. Боже, какой я просто, ну, крякозябра. Мать моя в кисло-сладком. Что за... Да. Не, ребят, я не за таких мувов, если что, пару дней подряд проигрываю каточки. Причем в лють. Гений. Кто вдруг не понял, что произошло, то я, короче, случайно буковку Е нажал и продал Луну. Надо убрать свои ручки, вот эти вот шаловливые от клавиатуры, чтобы не продавать лишние фигуры. Еще, ребят, короче, что-то в последнее время очень мало лайков и очень мало комментариев под роликами. Поэтому что? Естественно, я от вас жду комментарии и лайки. Поэтому, ребят, давайте. Это бесплатно, это не платно, за это платить не надо. Поэтому ставите лайк, ставите комментарий 3 слов. И, соответственно, кто не подписан, то подписывайтесь, потому что цель у меня 5000 подписчиков пока что. Вот, все, погнали, погнали, работаем. Буду выходить сейчас в денежки. Стол у меня, в принципе, более-менее сильный. Если придет какая-то приятная фигура, я от нее отказываться не буду. Может, бог рандома ко мне снизойдет сегодня, и у меня будут эти, скажите, какие-то льготы сегодня. Может, реально будут какие-то льготы. Я, по крайней мере, на это надеюсь. А как оно будет по факту, это нам предстоит узнать. Как оно? Я Конор, и сейчас я это проверю. Ну, цветки как-то больно мне попрыгнули на табло. А можешь резачка бить, пожалуйста? А. Спасибо. Оума. У меня аж чуть слюни изо рта не повылетали. 9-й раунд? Ко мне пришел Манки Кинг, когда в игре есть Момора? Серьезно? Это что за... У меня еще и предметы более-менее идеальные под него. Можно мне еще сейчас, конечно, 2 волшебников? Точнее, 1 волшебника и панду пивную. Я поставлю себе синергию фулового кунг-фу. Нужен ли мне разор? Я думаю, разор мне не нужен. Кстати, ребят, как вы могли заметить, я экспериментирую с вебкой, и я хочу услышать ваше мнение в комментариях. Как вам сейчас находится вебка? Нормально ли находится в правом нижнем углу экрана? Или хрень лучше вернуть обратно, как было? Почему? Потому что, ну, многие начали писать мне в комментариях о том, что вебка заполняет половину экрана с важной информацией в виде предметов в героях. Неужели ты, бог рандома, снизойдешь, и мне придет ранний Манки Кинг, либо же антимаг? На самом деле, я не особо как бы рад Манки Кингу, но честно, я сегодня как-то не особо хочу страдать, поэтому что? Поэтому правильно. Правильно. Хочу сегодня покайфовать. А вот через что конкретно я буду кайфовать, пока что не знаю. Вообще, на самом деле, мне, в принципе, эльфы хорошо идут в течение игры. Может сыграть на эльфах, а? Синергия кунг-фу плюс эльфы и кайфунуть от игры. Хотя тут есть свенчик, вдруг чего я смогу перестроиться. Ну, короче, давайте так. Будем решать проблемы по мере их поступления. Правильно? Правильно. И, кстати, я сейчас же смогу выйти в 30 монет плюс. 30 монет плюс. Там еще есть, конечно, реликвия хаотичного договора. Прикольная. Ладно, я Абадона продам, все равно через эльфа буду играть, поэтому фура мне пригодится. Жалко, конечно, что это не Мамора мне пришла. Очень жалко, что не Мамора. Мне очень бы хотелось, чтобы Мамора пришла. Чтобы, знаете, супер легкая игра для меня была. Вот, там чуваку Мамора пришла. Окей. Так, мана плюс 50 мне не нужна. Палочка мне нужна. Этой палочкой мы будем сейчас лупить наших противников за их плохое поведение. Попа у них будет битая, просто красная. Красная, как... как кого? Не знаю, короче, как кого. Еще, ребят, я не знаю, как у вас.
ну, у меня нереально жарко. Я реально таю, как мороженка. Я прям чувствую, что у меня лоб уже мокрый. Игра только началась, а я уже вспотел. Честно, я бы не хотел метовых персонажей брать. Вот серьезно, не хотел. Но игра вынуждает. Игра вынуждает. Я 2 дня страдал, пытался записать контент. Можно мне сегодня почилить, правильно? Сегодня я буду брать метовых персонажей. И Monkey King, к сожалению, один из них. Но я его буду брать. Буду брать и буду брать. Буду брать и отказываться не буду. И, кстати, сейчас я продам вот эту эльфийскую волшебницу, лучше выйду 50 монет. Короче, 2 винстрика у меня есть. Я надеюсь, что у меня получится сделать 7 винстрик. А судя по моим противникам, то у меня должно получиться сделать 7 винстрик. По крайней мере, я в это красноречиво верю. 2 мамора. Так, а ты что в мамору запихнул? Оу. Вот оно как. Угу. Антимаг. Угу. Понял. Не я один такой скилловый. Так, Муз, ты вайпера делаешь. Ну, делай вайпера, делай. Делай вайпера, дорогой, делай. Я думаю, мы пободаемся сегодня с тобой по скилловости. Хотя, на самом деле, если он соберет себе вайпера в 3 звезды, то он мне порвет. Ну, у меня сейчас рвут, в принципе, ничего не меняется. Бетик 2700 урона нанес, прикиньте. Я такого от него не ожидал уж явно. Тренд. Сюда. Так, ну лишних эльфов я покупать не буду. Лишние эльфы мне не нужны. Лишние эльфы мне не нужны. В принципе, кто мне из эльфов нужен? Антимаг, ну, это дефолт, да. Тренд. Марси. Эльфийская волшебница. И получается все, получается... Ну, фуру. Еще фуру можно взять, потому что его легко довольно-таки собрать 3 звезды. Ну, я подумаю, может, я вместо фуры кого-нибудь другого поставлю. Только вот кого? А, тут челик тоже себе Monkey King уже нашел. Понял, принял. Понял, принял, не дурак. Мне 2 раза говорить не надо. Кстати, заметил баг в отображении анимации вот этой вот внешки, которая сейчас есть у меня на Monkey King. Короче, у него летает только 4 сферы, но, чтобы вы понимали, каждая сфера обозначает его тычку. Так, и вот так вот я поставлю лучше Хусика. В Хусика как-то я поболее верю. Короче, каждая тычка обозначает его количество стаков вокруг него. То есть обратите сейчас внимание на внешку антимага. Ой, антимага. Ну, оговорочка по Фрейду. Короче, сейчас обратите внимание на визуал. Ну, там у Дзиги, конечно, нормальный такой стол. Обратите сейчас внимание на визуал Monkey King. Как у него будет, соответственно, сейчас летать сфера вокруг него. И каждая сфера, это обозначает его стак. И вот на первом уровне у Monkey King 5 стаков надо сделать. А 5-го стака, к сожалению, нету. Потому что что? Потому что разработчики этот момент проклювили. Проклювили по полной программе. И тут, кстати, меня порвут. Держи, встани! Больно. Больно. Больно мне. 8 винстрик у молодого. На самом деле, я хочу взять, наверное, 7-й уровень. И на 7-м уровне я буду ролиться. Я хочу найти себе, во-первых, полную синергию кунг-фу, это первый момент. А второй момент, я хочу себе попробовать раннего МК в 2 звезды сделать. Не знаю, может бог рандома ко мне улыбнется, и он мне принесет Monkey King в 2 звезды рано. А может бог рандома просто плюнет мне в лицо, как он это обычно бывает делает. И принесет мне только болт на 28. Вот, и все. В это я как-то поболее верю. А вы как думаете, а? Нового героя брать не буду, мне от него даже просто противно становится, если честно. Я его пытался записать очень долго, очень много, и пошел я лесом. Мне не нравится, что там вот этот вот легенд, или непонятно, короче, какой у него ник, там будет Лего вот это. Леге будет, Лего. Назовем его Лего. Вот это вот Лего, он берет себе охотников сверху. Скорее всего, он хочет сделать себе охотников плюс антимаг и, соответственно, мантия короля. Если он это сделает, то мы будем с ним бодаться скиллом. Я буду Monkey King собирать, а он, соответственно, будет антимага. И мы поборемся с ним, у кого сильнее будет скиллуха. Я еще и кунг-фу возьму. Кунг-фу это для того, чтобы 100% побороться с скиллухой. Оу. Кунка это вкусно. Кунка это хорошо, но мне пришло фловое кунг-фу. Это мне нравится. Это вообще прекрасно. Я возьму вот этот медальон.
Хотя сейчас. Секундочку. Да, я возьму медальон. Сейчас объясню, почему я взял этот медальон. Ребят, кто вдруг не знает, я хоть уже в тысячный миллиардный раз говорил о том, что делает этот медальон, но я повторю в 1001 раз о том, что делает этот медальон. Во-первых, каждый урон, который по вам нанесется, он будет отражать 50% в виде чистого урона. То есть вам нанесли 1000 урона магического, физического, чистого, без разницы. 50% чистого урона вернется. То есть нанесли 1500, вернулось чистого. Вкусно, вкусно. Но самое главное, антимаг 2 звезды, 6 уровень. Фух, ну давай попробуем тоже. Так, антимаг уже есть у меня. Марси есть. Но мне нужен Манки Кинг. Дай Манки Кинга, пожалуйста. Бог небритых, дай, пожалуйста. Я еще и не все деньги мира потратил. Отлично. Все, мне нужен 8 уровень. На 8 уровне я поставлю себе 6 эльфов сверху. Все. У меня сейчас будет полностью готовая синергия, на которой я буду тупо разваливать всем кабину. Я на самом деле, наверное, возьму еще немного морских, чисто против вот такого вот скиллового паренька. О. Так вот. Кто вдруг не знает, как работает синергия кунг-фу, ребят, объясняю. Синергия кунг-фу работает следующим образом. Весь урон, который наносит фигура под синергию кунг-фу, имеет шанс, что сработает его пассив. Кстати, я винстрик бил чуваку. Прикол. Я как-то даже за это пролюбил этот момент. Вот. Весь урон, который наносит кунг-фу, все предметы, которые находятся в этой фигуре, которая под синергию кунг-фу, тоже имеет шанс, что сработает синергия кунг-фу. То есть уменьшит здоровье, вылетит ваншот и тому подобное, и так далее, и так далее, и так далее. Но я думаю, вы это прекрасно без меня знаете, но вдруг кто не знает, вот, делюсь с вами такими вот секретиками. И вдруг кто еще не знает, как работает синергия кунг-фу, то объясняю. Чем меньше у противника хп остается от моего максимального здоровья, то есть, допустим, 50%, тем выше шанс, что сработает синергия кунг-фу. И чем больше у вас урона с руки, либо же с магии, там, молнии наносит и тому подобное, думаю, дальше сами прекрасно поняли, о чем я говорю, то тоже, чем выше нанесенный урон, тем, соответственно, выше шанс срабатывания синергии кунг-фу. Поэтому, ребят, имейте это в виду. И клевер первого тира все эти показатели перемножает. Ну, вдруг тоже никто не знал, тут клевер перемножает все эти показатели. Боже, как мне нравится синергия кунг-фу, я обожаю. Просто обожаю синергию кунг-фу. Синергия кунг-фу это как состояние души, понимаете? Просто максимально комфортная синергия. Максимально. Я вот все время доволен этой синергией. Кайфули, просто кайфули. Ну все, мы там с чуваком на топ-1, которым чисто с ним на скиллухе показываем, кто из них скилловее. Кто из нас скилловее. У нас, в принципе, все окей. Просто понимаете, у меня лютый контрпик против него. У меня есть Манки Кинг, а у него антимаг. Но если он найдет себе сейчас под 6 охотников мантию короля с первого раза, то все, можно, в принципе, писать завещание и идти в next. Типа он даже, он под мантией короля, если у меня Манки Кинга в 3 звезды не будет, он меня спокойно порвет. О, чекайте сейчас будет, смотрите. Вечная палка. Самый балансный герой в студии. Ну ты будешь палку кидать? Что за бред? А, там пак. Все, понял, что за бред. Ну, в любом случае, ладно. Ахиллес, что-то сегодня у нас не Опа. Опа. Чиназис. Плюс пандочка. Так, а у меня ж эльфов пока нету, поэтому я поставлю пока пандочку, пусть будет. Этих мобов я спокойно должен порвать. Стол у меня очень сильный. Не знаю, имеет смысл мне... Понял, жрец будет, окей. Имеет ли мне смысл от панд в целом? Типа от полных панд. Имеет ли смысл? Нужны ли мне эти панды? Ну, пока что да, но потом они мне нужны будут. Типа, потому что я на 8 уровне сейчас могу полностью упороться в улучшение своего стола. Вот. Вот. Могу упороться в улучшение своего стола, не брать уровень дальше после 8-го. Все это хрень. О, чудо, там импресска пришла, понял, принял. Так, мне нужен Манки Кинг, пожалуйста. Бог рандома. Пожалуйста. За 2-3 дня страданий дай мне Манки Кинга раннего. Ну дай. Манки Кинга дай.
Дай Манки Кинга, ну. Так, я беру волшебное зеркало. Волшебное зеркало имба, вдруг кто не знает. Почему? Потому что сейчас все увидите сами. Ну, пожалуйста. Ну, снизойди ко мне, бог рандома. Так, морскую волшебницу продать. Чертовой бабушке. Так, отлично, все. Мамора есть. Манки Кинг есть. Все деньги срулил. Тупо на последних деньгах я нашел себе Манки Кинга. И теперь смотрите, наблюдайте, почему я говорю, что... Ого, прикольчик там. 9 охотников сделал молодой. А теперь смотрите, что делает сейчас волшебное зеркало. Каждая иллюзия, если что, имеет стаки на палку Манки Кинга. А, соответственно, каждая иллюзия активирует палку Манки Кинга. Сильно? Да. Мне вот только интересно, знаете что? Вот эти вот иллюзии, которые Манки Кинга, они считаются синергией кунг-фу или не считаются синергией кунг-фу? Надо обратить как-то на это внимание и посмотреть, как будут прилетать ваншоты с иллюзий. Надо будет этого жреца как-то контрить. Хотя, подожди, у него... ну я могу не опасаться пока что. Пока что у него нету орка-жреца в 2 звезды, я могу его полностью игнорировать. Фух. Я что-то в моменте подумал, что он себе мантию короля нашел, что он так себе сделал. 9 охотников. Так, ну пока то, что я вижу, не работает мантия. Ну, надо еще, конечно, посмотреть будет, но, по-моему, волшебное зеркало, вот эти вот иллюзии, не работают на синергию кунг-фу. У меня есть такое предчувствие. Че, может Фуриона уже начать апать вместо каких-то других фигур? М? Горный вождь есть. Там МК уже в 2 звезды мне пришел в Маморе. В принципе, окей. Мне не нравится, что там чел покупает себе Манки Кингов. Ты можешь их не покупать, пожалуйста? Мне надо, чтобы у меня был шанс на моего Манки Кинга был повыше, чтобы он через Мамору в 3 звезды пришел. Либо же пусть мне хотя бы 2 Манки Кинга придет сверху. Я кайфану от жизни. Ладно, короче, я, наверное, Фуриона буду собирать. Я не думаю, что какой-то еще эльф у меня будет получше. Поэтому пусть у меня будет Фуриончик. Там, кстати, челик. Как дела? Нормалек, да? Я тоже так думаю. Я тоже так думаю, что нормалек. О, яичко. Хорошо. Так, ну, в любом случае, мы дальше выходим в инкам. 3 из 9 Мамора, хорошо. Там же, кто вдруг не знает, то эту Мамору немного переделали. Теперь, если в пуле не останется Манки Кингов, допустим, то, соответственно, Манки Кинги не будет, точнее, Мамора не будет поднимать эту фигуру по максимуму. Почему чел не ставит себе импресску, я не понял. Так сказать, имеется вопросик. На самом деле, я считаю, что это правильная переработка Мамора. И ты в игре не будешь видеть 3 фиолетовые фигуры в 3 звезды. 4 из 9 Мамора, окей. Хотя, на самом деле, если мне придется сейчас еще 2 Манки Кинга, я тупо апну через яйцо, и все, и будет кайф. Но я, наверное, на 9 уровне буду искать Манки Кинга. Там у меня будет шанс 20% на фиолетовую фигуру, и, соответственно, Манки Кинга будет шансов у меня больше найти. На самом деле, боже, бог рандома, походу, мне реально сегодня улыбается. У меня 80 кп, 10 винстрик, и мне так рано пришло усиление. Просто наныл. Главный нытик авточесов в деле, ребята. Так, Омник, кстати. Но, кстати, Омник против кунг-фу, там, если даже его в 3 звезды кто-то соберет, мне так будет плевать, потому что у меня есть синергия кунг-фу. Собирайте хоть 10 Омников в 3 звезды, мне будет вообще просто фиолетово, по барабану. Я буду так бить. 9 воинов, ну, тоже сочувствую тебе, молодой. 9 воинов, и сейчас буду грызть как орешки. 5 из 9, отлично. Кстати, а есть же предмет 4-го тира, который дает чистый урон с руки.
Чувствуете нить? Да? Вы уловили мою мысленную нить? Так, спасибо за палочки. Спасибо, спасибо. Опа, кстати. Вот это вот я хочу. Вот это вот я хочу. Почти, кстати, вышел фулл деньги, которые мне нужны. Так, я буду ролиться. Масочку скипаем. О, не, ребята, сам бог рандома велел, чтобы я собрал сегодня кунг-фу. Сам бог рандома велел, как вы видите. Бог рандома мне сегодня улыбается. Тьфу-тьфу-тьфу. Если он и мне улыбается, значит он кому-то тоже там улыбается. Как я все время говорю, какой бы скилловый ты не был, найдется тот, кто будет тебе в разы фартовее. Элементарно моя синергия кунг-фу может тупо не срабатывать на моих противников. И тогда будет все. 5 из 9 Мамора. Но, скорее всего, скоро остановится улучшение Мамора. Вчера до сих пор там Вайпер 6 из 9. Тут кунку собирает. Но я сочувствую вот этому типу, который играет через чернокнижников. Дичь дичевская, если честно. Кстати, Мьёльнир вот этого 5-го тира это идеально тоже под кунг-фу, потому что когда будет срабатывать молнии, кстати, -1, когда будут срабатывать молнии, то, соответственно, тоже имеется такой шанс, что прилетит ваншот. Может начать ролиться, типа 15%. Да, короче, попробую испытать удачу. Паролить Манки Кинга. Мне всего лишь нужно 2 Манки Кинга. Так, понятно. Буду потихоньку ролить. Потихонечку, понемножечку. Если бог рандома мне так улыбается, то я уверен, что Манки Кинг придет. О. Зомбарь в 3 звезды там. Окей. Окей. Сильный зомбарь, кстати, там в 3 звезды. Это проблема. Это проблема, потому что мне нужно будет медальон теперь отдавать Манки Кинга. Потому что Манки Кинг... Ну, он у меня и так Манки Кинг. Ну, короче, вы поняли. Теперь я этот медальон не могу скипнуть, пока что у меня нету Манки Кинга в 3 звезды. Так, минус воин. Щелкнул как орешки. Так, отлично. Пиво есть, это усиление есть. Мне нужна инча теперь. Эмпрессочка. Так, эмчик, хорошо. Свенчик там идет, но свенчик мне не нужен. Ну... Так, отлично. Мне теперь тренд нужен. Ладно, надежда умирает последней. Честно надеялся. Очень надеялся на то, что мне придет Манки Кинг 2 раза. Так, теперь там чел сидит с цветкой. Цветка, кстати, там сильная, но из плюсов-то у него нету цветки в 2 звезды, во-первых. А во-вторых, у него нету рога войны. Поэтому скорость атаки такой огромной у него не будет, и как керри будет послабее в любом случае. Но, а я тем временем буду долбить его. Кстати, посмотрите, внимание на антимага. Чел на антимаге у меня без шмоток. И без какой-либо нормальной адекватной синергии одним взрывом нанес 9000 урона. Одним взрывом. Кстати, там у чела фулл мехи есть. Но он их не ставит, я так понимаю, из-за того, что он верит, что... Точнее, он знает, что у него слабый ствол. Ну, конечно. Антимаг пришел, один взрыв дал, там 9000 урона нанес. Адекватный герой. Ни в коем случае нерфить его не надо. Угу. Хочется мне, конечно, импресску оставить, но я думаю, может ее продать, а?
Сейчас поближе всех поставил, чтобы у меня хил работал. Но... ладно. Все, вечный стан. Погнали. Ну, кстати, а больно ты слышишь так дамажа. Ой, точнее, отхиливаешься. Может, пора умереть? Пора умереть, молодой. Пора. Ничего, ничего. Подожди, подожди. Так, отлично. Денежки на месте. Марси хорошо. 6 из 9 Манки Кинг. У меня что-то есть предчувствие, что Манки Кинга я буду собирать вручную. Ладно, выйдем пока что в денежки. Кстати, как вам моя внешечка на Фурионе? Внешечка на Фурионе у меня просто идеальная. На самом деле, мне очень нравится внешка на Фурионе. Максимально красивая внешка. Мало того, что на Фурионе пеньки еще красивые, так еще и внешка обалденная. Оцениваем в комментариях от 1 до 10 внешку на Фуриона. Есть еще как бы альтернативная версия, такая маленькая есть. Ну, типа, короче, она большая, но есть маленькая еще, насколько я правильно помню. Надо будет как-то записать зоопарк. Как раз под эту внешечку красивую. Так, шлем Ареса возьму. Возьму шлем Ареса. И, наверное, я все-таки буду идти в 9. На 9 я использую шлем Ареса. И с помощью шлема Ареса я попробую найти себе, соответственно, Манки Кинга в 3 звезды. Только так, только так. Только так и никак иначе. В пуле, я так понимаю, осталось мало Манки Кингов. Угу. Чел там на жрецах тоже растет. Но чел на жрецах может вывести эту игру. Вполне. Все сейчас зависит от того, насколько мне еще хорошие предметы придут. Типа, у меня сейчас вообще шикарные предметы на самом деле. Типа, о, кстати, я лучше броню плюс 6 заберу. Что я только что сделал? Смотрите. Я только что взял палку, перекинул в антимага, потому что на Манки Кинге палка ничего не дает сейчас. У меня как было 0,6 скорость атаки, так и осталось. Поэтому я взял и перекинул палочку в антимага. Че там себе троллей сделал? Прикольненько. Но это тебе не поможет. Ты мне... Ах ты ж какой хитрый. Не, ребята, это... Ну, это сам бог рандома велел. Я аж за это, скажите, забуксовал на месте. Давай. Оу май гаш. На самом деле мне очень фартануло. Мне фартануло нереально. Там тоже, так сказать, чел на фарте играет. У него уже 2 яйца, есть 2 антимага в 2 звезды. Ему нужен всего лишь 1 антимаг. Точнее, 2 антимага. Либо же 1 яйцо, и он, соответственно, сделает его 3 звезды. А вот тут мы будем бороться. У кого кто сильнее, антимаг, либо Манки Кинг. Я 100% уверен в том, что Манки Кинг будет сильнее. Но мало ли. Все-таки он там может ищить 5-го тира себе найти. Я тупо себя по ваншотую. А еще и станчик могу себе вернуть на овер миллион секунд. На 32-м раунде я себе собрал уже Манки Кинга в 3 звезды. Обалдеть. О, молодой. А чё, как ваши дела? Как ваши дела, я спрашиваю? Вечный стан не ожидали, да? Вечный стан не ожидали, я пришел. Кстати, и кто вдруг не знает, то синергия кунг-фу это единственная синергия, которая пробивает щит жреца, который накидывается. Может, я на всякий случай, наверное, буду собирать себе ведьмаков сверху, чтобы поставить вдруг чего себе еще и чистый урон. Я пожертвую эльфами и поставлю себе чистый урон. А? Как вам идея? Мало того, что я буду наносить чистый урон с помощью синергии кунг-фу, так еще и стычки. Буду вообще прекрасно.
А синергия ведьмаков мне, кстати, даст еще немножечко надбавки к урона. Это вообще вдвойне прекрасно. Я, кстати, сейчас делаю вот такую вот расстановку, не просто так, потому что у него там есть антимаг на этой стороне. А чем быстрее он сдохнет, тем, соответственно, быстрее я буду чувствовать себя увереннее. Надо как-то, надо, чтобы побольше он получал в табло. Чпуньк. Чпуньк. Блин, это копия. Жалко. Жалко, что это копия. Сколько тебе минуса дам? Маловато. Да, я на всякий случай все-таки буду собирать себе ведьмаков. Ну, так скажем, береженого Бог бережет. Кстати, супер омега важная информация. Я сегодня так жестко губу прикусил. Боже, Саня, что ты несешь? Оно им не надо. Опа, 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 вечный станчик, опа. Может антимага продать чисто, чтобы у него были хоть какие-то шансы, а? Но шансы у него есть, объективно. Сейчас пивную паночку надо апнуть. Пивную. И Марси. И Марси хочу. Ладно. Там нету никакого магического... Ну, короче, там нету никакого урона со способности крови антимага, но антимаг не попадает, поэтому плевать. Сделаем вот так. Поставлю гримтач вместо него. Мне просто нужны будут демоны, если я поставлю себе ведьмаков. Демоны мне нужны будут, чтобы максимально себе повысить урон с руки. Может, активировать сейчас шлем Ареса, типа? Я думаю, все-таки может активировать шлем Ареса, типа... Ну, 9 уровень. Ну, есть смысл выходить, но не особо. Ладно, не знаю, короче, сейчас посмотрим. Я сначала, наверное, Марси апну. И пивную панду апну. А потом уже буду выходить в уровень. Драконий рог. О май. Так, отлично. Марси 3 звезды у меня есть. Хорошо. Опа, посох третьего тира у молодого. У него и мантия есть. Это, конечно, для него круто. Но из-за того, что он играет сейчас через троллей, ему как бы эта мантия не вписалась. Вообще никуда. Я, наверное, возьму, знаете, что? Я возьму башер 4 тира. Все-таки дополнительный баш на 4 секунды лишним не будет. И надо какие-то предметы рольнуть. Я думаю, может, зеркало. Ну да, зеркало, наверное, рольну. Так, щиточек 5 тира. Это вообще... Боже, у меня сейчас... Боже, ребята, такие... Ну, у меня сейчас самые идеальные предметы на Манки Кинга. Еще только маски 5 тира не хватает до бессмертия. И все. У меня Манки Кинг будет самый упакованный на районе. Почему я так говорю? Потому что... А, еще Радик. Радик еще нужен. И все. Тогда у меня Манки Кинг на 150% будет самый упакованный чил-парень на районе. Почему я так говорю? Потому что, смотрите. Мьёльнир 5 тира имеет шанс, что сработает синергия кунг-фу. Щит 5 тира тоже имеет шанс, что сработает кунг-фу. Но мало ли того, что щит 5 тира может еще и вернуть любой контроль, любой урон. И нанесенный урон, который будет по мне, будет возвращен. Это прям вообще люди. И все. Ну и еще, естественно, Манки Кинг 3 звезды. Ну, тут... Ах ты ж, 2 хп осталось. Доливай уже, все. Ну не выигрываешь ты, жрец. Ну все, ну давай. Чтобы мы быстрее закончили эту каточку. Все, у меня Манки Кинг 3 звезды, ты ничего не сделаешь. А я этот момент не пролюблю. Поверь мне. 7 монет стоишь, да? Значит, я, в принципе, могу отдать сейчас медальончик в Марсе. Хотя, может, и в антимага стоило это отдать. Ну, короче, не суть. Так, ну здесь чел расстановку вообще не меняет никак, поэтому я верну Манки Кинга обратно. Получается идеальная игра на кунг-фу? Получается.
Но на самом деле, чуть-чуть мне не хватает, чтобы у меня просто идеальная кунг-фу была. Как я уже сказал, маска 5-го тира мне необходима. И бессмертие. И радик. Все, вот эти вот 3 предмета, я полностью упакованный. И, в принципе, вообще плевать. Я и сейчас упакованный, я тупо разношу. Так, все, минус бог-жрец. Клевер сюда. Ой, пивная паночка. Вкусно. Вкусно-то как? А теперь у меня появился еще и клевер. Сейчас синергия кунг-фу будет срабатывать намного чаще. Как я уже говорил, единожды клевер работает на синергию кунг-фу и перемножает все шансы срабатывания, естественно. Не, блин, я бы хотел увидеть максимально упакованного Манки Кинга с хорошими предметами. Это будет жестко. Не, это и так жестко. Но против имбы иначе нельзя, ребят. Ну, уж простите, но против имбы никак. Минус 18. А у него 16 хп было. Как вкусно. Я доволен. Ну давай быстрее переключайся на информационную доску. Давай посмотрим, что тут у нас. Перчатка, конечно, 4-го тира ему вообще не нужна. Ну, она, скорее всего, ему случайно упала, но все же. Ну, чего на втором месте тоже довольно-таки сильную сборку себе сделал. Ну, даже если бы он себе антимагов 3 звезды нашел, он бы меня никак не смог вынести. У меня слишком сильный стол. Слишком сильный стол для него. Слишком сильный. Фух. Ну, что я хочу сказать. Получается, я свою черную полосу завершил? Да? Кайфули. Кайфули. Боже, я довольный, и у меня улыбка, как у чеширского кота. Нет, серьезно, ребят, типа 2 дня подряд пытаться записать какой-то интересненький контент и необычный, это прям меня морально выжигло. Особенно, когда я вчера попробовал, ну для вас позавчера будет. Позавчера я попробовал, короче, я сидел с 10 вечера до 3 ночи и пытался записать какой-то контент, у меня тупо это не вышло. Тупо не вышло. Я хотел записать Некра, и я хотел записать нового героя. Новый герой я попытался 2 раза, полный шлак, вообще, ну, полнейший шлак. В 2 играх из 2, когда я пытался его собрать, я собрал его в 3 звезды. В одной сборке у меня даже получилось собрать 4 бога, 4 полуорока, немного горна этого героя, еще и с более-менее адекватными предметами. В одной игре мне вообще по предметам не пошло, зато герой очень рано пришел в 3 звезды, на 21 раунде, по-моему. И это хрень полнейшая была, короче. Короче, вот так вот. За нового героя я не знаю, куда его присунуть и как с ним работать пока что. Возможно, имеет смысл его сделать под духа 5. Но из-за того, что у него есть мана, он пока накопит свою ману, пока позакастовывает вот эти вот свои, вот эти вот размашистые действия с этим молотом. Ну, короче, я думаю, вы меня прекрасно понимаете, что я имею в виду. Слишком много потратится времени. Вот так вот, короче. Ну, а в следующей игре я попробовал себе собрать Рорблейда. У меня более-менее все получилось, но там были супер неметовые инсектоиды. Ну, это как бы да. Как бы да. Эх. Ну, в общем, короче, ребят, ладно, не об этом. Напоминаю, в 6 часов вечера сегодня будет стрим. Поэтому что правильно, я всех жду, запасайтесь вкусняшками, напитками и тому подобное. И всех-всех жду. YouTube и Twitch. В телеграм-канале есть соответственные ссылочки для перехода на мой YouTube и Twitch. Поэтому, ребят, что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях. Не забудь меня поддержать так же само лайками. Если тебе нечего добавить по поводу этой катки в целом, то просто оставь комментарий от 3 слов, чтобы ролик продвинулся в тренды рекомендаций. И если ты еще не подписан, обязательно подпишись. Подпишись не только на YouTube, подпишись еще на мой телеграм-канал. Ссылочки закреплены в описании и в комментариях. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!